Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить Артема из игры Метро Исход. В прошлом видео я лепил Годзиллу, если вы пропустили это видео, то можете посмотреть. А также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Вселенная Метро – уникальное явление в современной культуре. Едва ли найдется такой второй случай, когда книга стала основой для видеоигры, а ее сиквел вдохновил автора написать еще один роман. Изначально книга «Метро 2033» Дмитрия Глуховского называлась просто «Метро» и публиковалась в интернете по главам. После публикации последней главы Глуховский обратился в издательство, чтобы выпустить «Метро 2033» в печатном виде. Для этого пришлось даже изменить концовку, однако после появления романа на полках магазинов о Глуховском узнала вся страна. Действие книги разворачивается в мире, который пережил ядерную войну. Все персонажи, герои романа обитают в московском метро. В нем сформировалось новое общество, которое поделилось на отдельные группы. Коммунисты и фашисты, торговцы из Ганзы и военные из ордена Спарты. Мир получился гротескным, но по-своему интересным. На отдельных станциях завелись мутанты и каннибалы, а поверхность вовсе оказалась жутким местом, куда отправляются только опытные бойцы. В центре сюжета история простого парня Артема, который должен спасти родную станцию ВДНХ от опасных мутантов. Артем, в отличие от многих жителей вселенной Метро, родился на поверхности, после чего уже и оказался в подземных местах обитания. Своего отца мальчик не знал вообще, но вот мать помнил хорошо. Они вместе с ней долгое время жили на Тимирязевской, но когда Артему исполнилось 5 лет, станцию атаковали крысы, во время нападения которых и погибла единственная родительница. Новым отцом маленького Артема стал Сухой, начальник станции ВДНХ. Именно он с ребенком и еще 4 товарищами сумел уцелеть во время жестокой бойни на станции Тимирязевской. Так Артем оказался уже на станции ВДНХ, где и жил уже после смерти матери и собственного спасения с новоиспеченным отчимом. В сознательном возрасте Артем только раз покидал метро, на недолгое время оказавшись на поверхности. Впрочем, даже одной такой вылазкой он обогнал по количеству путешествий на поверхности многих жителей метро, не появляющихся на Земле, радиационный фон которой мог бы сжечь любого человека уже через пару часов после ухода со станции. Отличался молодой человек и своей внешностью. Конечно, никаких разительных особенностей он не имел, но обладал более здоровым цветом лица и нормальным весом. В то же время, как жители метро, родившиеся под землей, выглядели мертвенно-бледными и худощавыми. Кроме того, молодой человек с самого детства помнил о контакте с одним из мутантов, что случилось еще в детстве. Когда в 2033 году началось нападение так называемых черных мутантов на ВДНХ, сводивших людей с ума, Артему было 24 года. Несмотря на встречу с мутантом в прошлом, разум Артема остался нетронутым, в отличие от мышления многих других взрослых мужчин метро. Этот факт установил Хантер, сталкер Спарты, во время беседы с молодым человеком, строя планы по расправе с мутантами. Мужчина не стал втягивать Артема в опасные походы, решив отправить на ботанический сад, являющийся входом в Москву для многих черных, в одиночку. Артем же остался, получив задание доложить о происходящем Мельнику, полковнику, в том случае, если Хантер не вернется через несколько дней после отправления. Хантер не вернулся, и Артем вместе с отрядом отправился к полюсу через станцию Рижскую, чтобы донести послание Хантера. По пути на участке между Алексеевской и все той же Рижской молодой человек впервые выступает настоящим героем и спасает отряд, попавший под влияние голоса труб, который сам Артем воспринимает просто как посторонний шум. На Рижской Артем знакомится с Бурбоном, который, восхитившись способностью парня противостоять голосу труб, предлагает проводить его за плату. Артем соглашается, но его способности никак не помогают Бурбону. Тот погибает в пути после проспекта Мира. Артем, прихватив его вещи, отправляется к Китай-городу вместе с Ханом, к которому во сне приходил Хантер. Он попросил помочь Артему. Хан всячески помогает молодому человеку. Он находит группу людей, которые помогают в безопасности добраться до очередного перехода в метро. В одном из этих переходов группа погибает. Выжить удается лишь Артему, Хану и Тузу. В итоге, потеряв Хана, Артем устремляется на Кузнецкий мост,
а после и на Тверскую, куда попадает в плен к фашистам. Пережив пытки и чудом избежав казни, он вместе со спасателями попадает на Павелецкую, где не заканчивается скитание молодого человека по станциям метро. Отсюда начинаются его новые знакомства, несколько дней работы в туалетах, побег на очередную станцию и присоединение к новому отряду, после чего Артем наконец-то приходит на станцию Боровицкую, место, принадлежащее непосредственно Полису. Там он находит Мельника и передает ему необходимое послание. Мужчина с несколькими жителями Полиса предлагает Артему помощь на ВДНХ в обмен на его помощь в Полисе. В результате нескольких вылазок на стратегические объекты выясняется, что в Москве еще сохранились ракетные комплексы, с помощью которых можно нанести удар по мутантам. Но во время планирования возможной операции Артем попадает в плен и после спасения отрядом Мельника вместе с ним же разделывается с биомассой, захватившей целую станцию и манящей людей к себе. Принимается решение о необходимости срочно отправиться в Останкинскую башню, но перед выходом на поверхность Артему удается попасть на ВДНХ и увидеться с отчимом. В конце концов, путники поднимаются на Останкинскую башню и, получив координаты расположения черных, готовят ракетный удар. Артем, неожиданно получив видение об этих существах, пытается остановить атаку, осознав, что те не желают причинять вред человечеству, но не успевает помешать запуску ракеты. Молодой человек возвращается в метро, считая подобный финал существования черных своей собственной ошибкой. После кровавых событий 2033 года Артем женится, но даже это торжество не дает ему забыть о собственной фатальной ошибке. Его переживание становится настоящей одержимостью. Покоя также не дает жажда найти выживших людей и за пределами огромной Москвы. Из-за собственной страсти к поискам Артем практически каждый день поднимается на поверхность, чем немало раздражает своих соседей по ВДНХ и злит Анну, свою жену и дочь Мельника. Впрочем, если верить Мельнику, у Артема действительно случилось сильное помешательство, но благодарные за спасение жители ВДНХ и Анна не смогли все-таки выходить молодого человека. Его радикальные мысли о существовании выживших и нежелание идти на поводу у ордена, управляющего Полисом, приводит Артема в число предателей. Артем убеждал людей подняться на поверхность земли и начать новую жизнь, но жители метро отказались. После долгих скитаний он попадает на народный суд, но после его проведения и Артему, и Анне удается бежать. Несмотря на то, что врачи рисуют очень печальные прогнозы из-за чрезмерного облучения молодого человека, пара собирает припасы и, надев защитные костюмы, отправляется во Владивосток. Члены ордена отпускают их, не желая связываться, и супруги навсегда покидают метро Москвы. В метро «Исход» Артем покидает тоннели московского метро и вместе с Анной, своей женой, отправляется в путешествие по России. Сбежав из Москвы на краденом поезде, Артем вместе с отрядом спартанцев отправляется на поиски правды, которые займут целый год. Сперва Аврора, именно так назвали новообретенный дом на колесах, отправится к Ямантау, месту расположения секретного бункера правительства, а после через Каспий доберется до Новосибирска. На левом запястье Артем носит своеобразный наруч, снабженный несколькими устройствами для выживания в постапокалиптическом мире. Наруч оснащен таймером, обычно используемым для отслеживания времени работы фильтров в противогазе, компасом и счетчиком Гейгера, помогающим избегать зон с высоким уровнем радиоактивного заражения. Из оружия Артему я решил слепить убойник. Это полуавтоматический дробовик, уступающий по урону Ашоту, но имеющий гораздо больший боезапас. Отлично подойдет для охоты на мутантов, а также для прохождения линейных глав игры. Из минусов можно отметить долгую перезарядку. В метро «Исход» пользователю доступно 10 видов оружия, 2 из которых являются специальными. Изначально ассортимент оружия довольно скромный, но по мере прохождения вы будете находить и подбирать все новые и новые пушки. Модули для улучшения оружия можно отыскать у поврежденных противников. Модуль, неизвестный протагонисту, подсвечивается оранжевым цветом. После этого вы можете на месте модернизировать имеющееся оружие.
Итак, ребята, вот такой у меня получился убойник. Наша фигурка почти готова, осталось слепить только голову. Итак, ребята, вот такая фигурка Артема из игры Метро Исход у меня получилась. Вообще мне очень нравится лепить такие сложные фигурки, но, к сожалению, на них уходит очень много времени. На эту фигурку я потратил более 15 часов. Так что, друзья, буду очень рад, если вы поддержите это видео лайками. Если вы хотите, чтобы я слепил еще каких-нибудь мутантов из этой игры, то пишите в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Далее, как обычно, будут приветики от Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина. Привет от меня сегодня получают Angel Magic, King Games и Пушин. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю приветы участникам нашей группы ВКонтакте за репосты. Приветы сегодня получают Григорий Гаврилов, Витька Лисеев, Андрей Непенко, Ян Куликов, Алексей Однороженко, Саша Минеев, Тёмка Жак, Андрей Масалько, Александр Скородумов, Леха Морев, Даниил Мишуков, Савелий Комов и Михаил Некрасов. Ребята, передаю вам также огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного настроения. До скорой встречи.